Такой узор сегодня хочу представить вашему вниманию. Состоит он из 4 рядов, 2 ряда основной нитью и 2 ряда контрастной нитью. Основной нитью я считаю зеленую, контрастной нитью будет розовая. Он подойдет не только для носков, но и для детских, взрослых изделий. В общем, он довольно универсальный, выглядит отлично. И выполнять его можно как по кругу, так и поворотным вязанием. В самом конце видео найдете описание этого узора поворотными рядами. Сегодня покажу, как он вяжется по кругу, и попутно расскажу, как он выполняется поворотными рядами. Первые 2 ряда буду вязать розовой нитью. Первые 2 ряда будут состоять из всех лицевых. Вязание у меня круговое. Если же мы вяжем оборотным вязанием, то первый ряд будет все лицевые, второй ряд будут все изнаночные петли. Первый круговой ряд контрастной нитью провязываю всеми лицевыми петлями. Первый круговой ряд пройден, второй круговой ряд контрастной нитью опять же провязываю всеми лицевыми петлями. Если мы вяжем этот узор оборотными рядами, то второй ряд будут все изнаночные. У меня же здесь сейчас во втором круговом ряду все лицевые петли. Два ряда контрастной нитью провязаны. На очереди 2 ряда основной нитью. То есть третий ряд этого узора выполняется так: накид, 2 петли вместе, изнаночной петлей провязываем. Повторяю: накид, 2 петли вместе, изнаночной петлей провязываем. Так я пройду до конца кругового ряда. В оборотном вязании этот ряд провязывается точно так же: накид, 2 вместе, изнаночной. Так выглядит третий ряд этого узора. Подхожу к концу третьего ряда, накид, 2 вместе, изнаночной, накид, 2 вместе, изнаночной. Четвертый ряд этого узора, это второй ряд основной нитью, провязывается так: накид провязываем лицевой, но за заднюю стенку, то есть перекрещенно. Вторую петлю провязываем обычно, так как она повернута, так и вяжем. Накид перекрещенно лицевой, эту петлю просто лицевой. Так весь ряд лицевых, соблюдая эти нюансы. Эту петлю, так как она стоит, провязываем, накид провязываем перекрещенно.